Приветствую, дорогие друзья и гости моего канала! Добро пожаловать в шестую, заключительную часть мастер-класса по созданию всадника с тыквенной головой. Сегодня мы завершим саму фигурку всадника. Мы свяжем руки, меч, ремни, свяжем также плащ и соберем все детали вместе. После этой части наш всадник будет полностью готов, от ботинок до плаща. А уже в следующем видео мы начнем вязать его верного спутника, загадочного темного коня. Устраивайтесь поудобнее, берите крючок и продолжаем. Начнем мы с вязания рук. Одну я уже связала, чтобы вам показать. Здесь мы начнем с черной ниточки, затем поменяем цвет на темно-коричневую. И когда провяжем, вот здесь я делаю закрепку небольшую, чтобы всадник хорошо мог держаться за вожжи. Сейчас покажу, как связать. Начинаем пряжи черного цвета. Первый ряд 6 столбиков, кольцо амигуруми. Петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Первый ряд провязали. У нас 6 петель. Теперь беру маркер для обозначения начала ряда. И второй ряд вяжем 6 столбиков без накида. Вот начиная с первой петельки. Хвостик я ввязываю. 1, 2, 5, 6. Провязали второй ряд. Теперь вывернем для того, чтобы удобно было дальше вязать. Вот так получается. Следующий третий ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 2 раза. 1, 2, в следующую первая, прибавка, и еще раз 1, 2 и в последнюю вторая, прибавка. Провязали третий ряд, у нас получается 8 петелек. Далее с 4 по 6 ряд включительно вяжем по 8 столбиков без накида каждый ряд. Провязала. Теперь делаем соединительный столбик. И остаток отрезаем. Сейчас мы присоединим ниточку темно-коричневого цвета, и необходимо будет провязать с 7 по 18 ряд включительно каждый ряд по 8 столбиков без накида, просто по кругу. Присоединяю ниточку, как обычно, в петлю после соединительного столбика, вытягиваю и заканчивать буду в этой же петле, где начинали.
Столбик без накида я вяжу вот сюда вниз. В общем, точно так, как мы вязали ножки. И остаток я буду ввязывать. Итак, 1, 2, продолжаем, 7, 8. Заканчиваю в этой петле, где начинали. Это мы провязали 7 ряд. Теперь до 18 ряда включительно провяжем самостоятельно. Вот эту кисть холофайбером я не заполняю, а заполняю уже саму ручку, вот эту. И то вот здесь, чтобы было плоско. Поэтому, если хотите, можете сразу постепенно заполнять. Я делаю это уже в конце. Поэтому, как удобно вам. Провязала и наполнила холофайбером вот эту часть. Здесь свободно. Вот, чтобы потом можно было сделать закрепку. Продолжаем. 19 ряд. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавка, 1 столбик без накида. Провязали 19 ряд. У нас получается 10 петелек. 20 и 21 ряд вяжем по 10 столбиков без накида. Провязала. Сюда я уже холофайбер не добавляю. И вяжем последний 22 ряд 5 убавок за передние полупетельки. Первая убавка, вторая убавка, и так до конца ряда еще 3 раза повторяем. Провязала. Теперь делаю соединительный столбик. Отверстие здесь я не стягиваю, оставляю ниточку для пришивания. Маркер убираем. Рука готова. Теперь заправляем черную нить в иголку и сделаем закрепку. Складываю пополам. Вот так. Теперь прячу узелок. И вот так закрепляю. Складываю. То есть ввожу иголку вот здесь на расстоянии через 2 ряда. Подтягиваю. И еще раз.
Так, хорошо стягиваю. И получилась закрепка. Делаю узелок, ниточку прячу внутрь. Вот такие руки получились. Теперь, чтобы видео не затягивать, по этому же принципу вяжем ножны для меча. Схему вы увидите на экране. Вяжем рукоятку для меча и гарду. Потом мы это все соединим вот таким образом. Вот так и вот так. Вот этот остаток маленький я прячу сюда внутрь с помощью иголочки. Схему вы тоже увидите на экране. Теперь сшиваем. Вот здесь посередине прикрепляю. И пришиваю по кругу. Вот таким образом, чтобы рукоятка была посередине, по центру. Готово. И теперь пришьем вот сюда ножны. Эту ниточку я прячу сюда внутрь. Можно сразу это сделать, можно потом по мере пришивания. Вот сюда вывожу. И пришиваю насквозь. Готово. Делаю узелок и ниточку прячу внутрь. Вот так получилось. Гарду немного выгинаю вот сюда вниз. Вот так. Сейчас займемся вязанием плаща. Первый ряд. Набираем цепочку из воздушных петель. 41 воздушная петля. Закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. Набрала 41 воздушную петлю. И теперь со второй петли от крючка первую пропускаем, а со второй вяжем 40 столбиков без накида. 1 за каждую полупетельку. 2, 3. Продолжаем. 39, 40. И так вяжем поворотными рядами. Это был первый ряд. Сейчас поворот, воздушная петля. Вяжем второй ряд. Тоже 40 столбиков без накида. Вяжу обычными столбиками. Продолжаем. 39, 40. Поворот. И теперь, начиная с третьего ряда, каждый нечетный ряд я буду провязывать изнаночными. Или еще можно назвать альтернативными столбиками без накида. То есть воздушная петля в начале ряда. И я ввожу крючок не от себя, как обычно, а на себя. Вот так. Подхватываю. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и так дальше. Вы можете вязать как вам удобно, можете обычными столбиками. Разница будет просто в узоре плаща. И таким образом мы провязываем по 40 столбиков без накида, включительно до 27 ряда. Я каждый нечетный ряд буду вязать изнаночными.
Вы можете вязать как вам удобно. Встретимся, когда провяжем. Итак, я довязала 27 ряд. Вот такой узор получается. 27 ряд у меня был изнаночный. 28 вяжу как обычно, лицевыми. Воздушная петля. И теперь 39 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем. 38, 39. В последнюю петельку делаем соединительный столбик. И теперь, начиная со следующего ряда, воздушную петлю в начале ряда мы не делаем. Делаем просто поворот, пропускаем соединительный столбик. Их я не учитываю ни в расчетах, ни в вязании, так как я вяжу изнаночными нечетные ряды. Вот соединительные я пропускаю, а со следующего уже начинаю вязать ряд. Это будет 29 ряд, и необходимо будет провязать 38 столбиков без накида. В конце ряда сделаем соединительный столбик, потом поворот, и не делая воздушную петлю, сразу вяжем столбиками без накида. Принцип, я надеюсь, понятен. Чтобы видео не затягивать, провяжем самостоятельно и встретимся, когда закончим 36 ряд. Провязала, закончила 36 ряд. Вот так получается. Дальше поворот. 37 ряд. 1 столбик без накида, убавка. Повторяем 5 раз. Соединительный вот этот также пропускаем. 1 столбик. И подхватываю за передние полупетли. Первая убавка. 1 столбик. Вторая убавка. Так повторяем еще 3 раза. Провязала, закончила 5-й убавкой. Теперь убавка, 1 столбик без накида. Также повторяем 5 раз. Первая убавка, 1 столбик. Вторая убавка, 2 столбик. Также повторяем еще 3 раза до конца ряда. Довязываю последний столбик после 5-й убавки. И вот сюда в последнюю петельку вяжем соединительный столбик. Провязали 37 ряд, у нас получается 20 петель. Поворот. 38 ряд вяжем уже с воздушной петлей. И все ряды уже будем вязать с воздушной петлей в начале. Пропускаем соединительный столбик, который мы делали в конце предыдущего ряда. И вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем. 19, 20. Провязали 38 ряд. Поворот, воздушная петля, 39 ряд, с первой петельки вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем. 20. Поворот, 40 ряд, воздушная петля, и с первой петельки мы вяжем прибавка 1 столбик без накида, повторяем 5 раз.
первая прибавка, 1 столбик, вторая прибавка, второй столбик. Так повторяем еще 3 раза. Провязала. И дальше 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 5 раз. 1 столбик, первая прибавка, а второй столбик, вторая прибавка. То же самое до конца повторяем 3 раза. Провязала. Поворот. В 40 ряду у нас получается 30 петель. И теперь с 41 по 43 ряд включительно вяжем 30 столбиков без накида. В начале каждого ряда делаем воздушную петлю. Я довязала 43 ряд. Вот так получается. Теперь обвязываем плащ. Поворот. И вяжу вокруг столбиками без накида. Воздушная петля. В первую петельку вяжу 1, 2, 3, чтобы был красивый угол. И продолжаю дальше. Довязываю до вот этого угла. Здесь в последнюю делаю 3 столбика без накида и вяжу дальше по одному столбику без накида. Вот здесь по низу и по стороне. Встретимся, когда подойдем вот сюда. Да, кстати, вот здесь внизу в уголки тоже провязываем по 3 столбика без накида. Хочу показать, как получается с обвязкой. Вот здесь я начинала. Здесь 3 столбика без накида в угловую. И вот так вяжем между рядами. Получается очень аккуратный и красивый край. Довязываю здесь до уголка. Последний провязала столбик без накида и делаю соединительный столбик вот сюда в первую петельку. Отрезаю и с помощью иголки прячу ниточку вот сюда. Вот таким образом прячем в полотно этот остаток. Здесь сейчас отрежу. Вот так. Теперь отступаем где-то сантиметр-полтора от края и будем вывязывать застежку. Итак, вот здесь, то есть приблизительно сантиметр. Отступила, прикрепляю нить. Вот так. И набираю 13 воздушных петель. 1, 2, 3. Продолжаем 13. Со второй петельки от крючка вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем 11, 12.
и делаю соединительный столбик. Вот чуть выше, чем мы присоединяли. Получается вот так. Надеюсь, на камеру видно. Отрезаю нить. И вот эти остатки с помощью иголки мы прячем в полотно. Точно так, как делали здесь. Готово. Вот так получилось. Все аккуратно. И теперь осталось пришить кнопочку. Вот так будет выглядеть. Ее я пришиваю также на расстоянии сантиметр, чтобы было симметрично. Вот такая обычная кнопочка. И пришиваем вот эту часть сюда, а вот эту часть сюда. Готово. Кнопочки прям под старину получились. Вот так выглядит. А сейчас свяжем ремни. Чтобы не затягивать видео, вот этот ремень я уже связала на пояс. Набираем 35 воздушных петель и со второй петельки от крючка вяжем 34 столбика без накида. Маленький остаток, который здесь будет, я спрятала с помощью иголочки внутрь и оставляем нить для пришивания. Для вот этого ремня, который идет через плечо, нам необходимо набрать 33 воздушные петли и со второй петельки мы провяжем 32 полустолбика с одним накидом. Сейчас покажу, как это сделать. Набираем 33 воздушные петли, закрепили, 1, 2, 3, продолжаем 32, 33. Такая цепочка получилась. И теперь вот эту петлю мы пропускаем, а со второй будем вязать. Делаем накид, вытягиваем петельку. У нас получается 3 петельки на крючке. И закрываем их. Это первый полустолбик с одним накидом. И так в каждую полупетельку мы продолжаем вязать полустолбики с одним накидом. Вот так получается. Вяжем до конца цепочки. Всего 32 полустолбика с одним накидом. Я довязала. Теперь закрепляю нить и оставляю для пришивания. Отрезаем. Вот так получилось. Вот этот остаток прячу внутрь. Ну что же, все детали готовы. Теперь нам осталось только собрать все воедино. Начинаю я с пришивания головы. Заправила в иголку. И теперь, чтобы ничего не перекручивалось, можно отметить вот такими иголочками. Выкладываем. И вот так прикрепляем. Смотрим, чтобы все было по центру. Все ровно. В общем, сколько иголочек нужно, столько прикрепляйте. Пришиваю я как обычно. Подхватываю вот здесь
за тыкву. Здесь под косичку. Снова за тыкву. И под косичку. И так за каждую петельку хорошо вокруг пришиваем. Когда будем дошивать вот сюда, где начинали, и останется маленькое отверстие, я еще добавлю сюда холофайбера, чтобы шея была более плотная. Чтобы видео не затягивать, покажу уже в готовом виде. Вот осталось отверстие. И сюда я добавляю холофайбер. Вот таким образом. Готово. И продолжаю пришивать. Вот так получилось. Сделала узелок, ниточку спрятала внутрь. Все аккуратненько пришито. Теперь пришьем руки. Также прикрепляю с помощью вот этих иголочек. То есть здесь выбирайте тоже повыше, пониже, как вам больше нравится. Главное, чтобы было симметрично. Вот у меня будут на таком уровне. Заправляю остаток ниточки и буквально несколькими стежками пришиваю вот только вот здесь, чтобы прикрепить с одной стороны и с другой. Вот таким образом подхватываю. Вот так. Еще. Вот так. Я, в принципе, в мастер-классах своих показывала. Так и лапки пришивала. Вот теперь переходим на вот эту сторону. Вот так. И точно так пришиваем буквально там 2-3 стежка с этой стороны. Готово. Делаю узелок, ниточку прячу внутрь. Вот так получилось. Вот можно ее сюда, можно вперед, когда он будет держать вожжи. Точно так пришиваем вторую ручку. Готово. Вот так получается. Сейчас пришьем ремни. Начнем с ремня, который потоньше для пояса. Также сделаем разметку с помощью булавочек маркировочных. На центр выложили. Так. И вот таким образом в натяжку прикладываем. Вот здесь, чтобы оставался небольшой хвостик, ну, как обычный ремень. Проверяем, чтобы не перекрутился. Здесь также отметим. И теперь пришиваем. Пришиваем вот здесь по центру, насквозь выводим
вот сюда назад, затем выводим в одну сторону и в другую. То есть сейчас под низу вот сюда наверх. И уже вот таким образом насквозь вывожу. Пришиваем по этим точкам. Готово. Теперь под ремнем делаю узелок и ниточку прячу внутрь. Вот так получилось. Теперь сделаем разметку для вот этого ремня. Вот этой стороной, где остаток нити, прикрепляю спереди. И вот сюда смещаемся в правую сторону, если смотреть от нас. Вот так. Перебрасываем через плечо. Сюда в левую смещаемся тоже, если смотреть от нас. И пришиваем с этой стороны, переходим насквозь, пришиваем вот здесь. Пришила, вот так получается. Сейчас заправляю ниточку серого цвета и несколькими стежками вышьем пряжки. Заправила в одну ниточку. Сначала прячем узелок. Первая пряжка вот эта, она будет здесь по центру. Поэтому вывожу иголочку вот сюда. И делаю стежок по ремню. Вывожу сюда под низ. Теперь вот здесь. Захвачу ее даже немного с телом, с туловищем. Вот так. Просто по прямоугольнику. Теперь сюда. И сюда. И повторяем то же самое второй раз. Для того, чтобы пряжка была ярко выражена. Вот повторяем эти 4 стежка. Одна пряжка готова. Вторая будет вот здесь. Вы, в принципе, можете делать ее хоть выше, хоть ниже, как больше нравится. Это не принципиально. Я сделаю ее вот здесь. То же самое, 4 стежка. Делаем прямоугольничек по вот этому ремню. Готово. И теперь отсюда мы выведем ниточку сразу сюда вниз, для того, чтобы пришить меч. Выбираем сторону, какая больше понравится. Наверное, больше вот это. Вот здесь немного вниз. И сейчас отмечу
вот этими маркировочными булавочками. Сейчас немножко вот так наперед. Вот так. И теперь вывожу иголочку вот сюда, закрепляю одним стежком вот здесь изнутри и вот здесь, то есть где иголочки. Вот вывела сюда ниточку и вот здесь с этой стороны вот так прикрепляю. Вот где будет стежок. Снаружи его не будет видно. Это будет один. И затем вывожу ниточку сюда. То же самое сделаю вот здесь. Вот так получилось. Осталось только одеть плащ. Так. Застегиваем. Подправим. Поздравляю! Наш всадник теперь полностью собран и готов к приключениям. В следующей части мы начнем вязать его верного спутника, коня. Напоминаю, что у мастер-класса есть субтитры на разных языках, чтобы вам было удобно вязать из любой точки мира. А спонсоры канала получают ранний доступ к новым частям и эксклюзивным материалам. Если вы хотите смотреть видео первыми и поддержать развитие канала, кнопка «Спонсировать» под видео доступна в один клик. Также, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий, получился ли у вас всадник, может вы что-то изменили в нем. Мне будет очень интересно почитать ваши отзывы. И не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо, что творите вместе со мной. До встречи в следующей части. Всем вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока.